Приветствую вас, друзья, и не приветствую вас, враги. 21 сентября Путин объявил о проведении на России мобилизации. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Однако не так давно, 8 марта, он же заявлял, что дополнительный призыв резервистов из запаса проводиться не будет, и поставленные задачи будут решать только профессиональные военные. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Но вот через полгода он нарушил свое же обещание и все-таки объявил мобилизацию пушечного мяса на России. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Но если 24 февраля Путин заявлял, что основными целями так называемой специальной военной операции является защита людей на Донбассе, то 21 сентября проведение мобилизации он обосновал необходимостью защиты Родины, ее суверенитета и территориальной целостности. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности. А как же так произошло, что от защиты людей на Донбассе Россия откатилась до защиты своей территориальной целостности? Наверное, это такая многоходовочка, целью которой является сокращение мужского населения России, с чем Путин справляется превосходно. Также Путин заявлял, что целью операции является денацификация Украины и предание суду тех, кто совершил многочисленные преступления. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления. По их же словам, это в частности военнослужащие полка Азов, которых 21 сентября Путин обменял на своего кума Медведчука. Какого нахрен Медведчука? Вот только непонятно, это победа для России или все-таки нет. Для Украины это однозначно победа. Кстати, спешное проведение референдумов на временно оккупированных территориях и признание России их своей частью развяжет Путину руки и позволит использовать в войне российских срочников. Ведь по законодательству РФ срочники не могут использоваться за пределами России. А так, пожалуйста, получите черный пакет, распишитесь и вперед отдавать свою жизнь за Путина в Луганскую или Донецкую область.